Мода всегда идет в ногу с социумом. Все, что в нем происходит, влияет на моду. Соцсети стали важной частью нашей жизни. Мне хотелось бы затронуть тему, действительно ли они ведут нас к деградации, либо это сулит нам что-то большее. В настоящее время соцсети играют важную роль в маркетинговых стратегиях бренда, в создании кода бренда, визуала бренда. Чтобы этот визуал цеплял, нужен эффект вау, и сейчас это что-то граничащее с фриковатостью уже. Дизайнеры, инфлюенсеры и просто люди, интересующие модой, давно просекли эту фишку, и теперь они создают контент, создают вещи для такого рода контента. Из-за чего у обычных людей складывается мнение, что люди, интересующиеся модой, фрики, а мода уже далека от обычного обывателя. Но это не совсем так. Вот это уже сформированная тенденция об одежде, которую невозможно носить, одежде, которая захватывает наше внимание. От нее страдают люди, которые действительно создают простые, лаконичные образы. Они не цепляют, они скучные. Рекомендательная система соцсетей устроена так, что больше, конечно, откликов от каких-то фриковатых, скажем так, образов, нежели от более простых и лаконичных. Тут все очень просто. Вы, скорее всего, поставите лайк над более какой-то криповатой одеждой, которая вызовет у вас какую-то эмоцию, нежели у простого лаконичного образа. Мода старается быть релевантной, виральной в соцсетях, потому что это замена модных журналов, которые были ранее. Это дает большое преимущество, большая аудитория, очень много людей, но и конкуренция вместе с тем тоже большая. На этом фоне все больше брендов стали создавать одежду не в рамках моды, а вот одежды повод, которая заставляет нас испытывать какие-то чувства, эмоции, может даже противоречивые, которые мы сами от себя не ждаем. Сейчас бренды, особенно молодые, не стараются уходить, скажем, там, к разработку продукта, углубление продукта в плане технических каких-то особенностей, покроя, материал, вот это вот все, а пытаются уйти в маркетинговую историю, скажем так, вот это брендирование, потому что денег оно дает больше, и виральности оно дает больше. Чаще всего вот такого рода вещи – это просто вещи, которые должны хорошо выглядеть в кадре, не более. Если говорить о примерах одежды, которые хорошо смотрятся просто в кадре, я думаю, можно привести пиджак металлический от Лоэвы. Мне просто сама задумка очень понравилась, как они это все сделали, очень интересно выглядит. Но действительно, это не носибельная вещь, и она сделана только для того, чтобы, просто тупо сделать фотографию. И также из последнего того, что я могу вспомнить такого, которое везде прогремело, это прозрачная а-ля стеклянная сумка от Коперни. Тоже везде как бы форсили ее, но идея тоже интересная, и также это как раз пример того, как инновации, которые сейчас происходят в отрасли и вообще в мире моды, вот это вся как кооперируется непосредственно с модой. Это очень интересный пример, и как раз считаю, что надо вот как-то в таком ключе действовать. Так как я нахожусь в отрасли, я наблюдаю все эти процессы, и, по моему мнению, рынок разделился на несколько лагерей. Во-первых, это, скажем так, бренды, которые гонятся за виральностью, за популярностью в соцсетях. Они, скажем так, создают продукт популярный, но при этом страдает качество. Также есть те, кто отрицают это, но все же подвержены влиянию этой тенденции, скажем так. Это недавний показ Маржелы с фарфоровыми куклами, потому что это, скажем, такая ниша, где творцы, дизайнеры делают моду, действительно моду, а не просто вещи. То есть у этих вещей есть история. Этот блок можно еще разделить на два подблока. Первое – это типа старой школы. Это та же Маржела. Ее все знают, все принимают, и они делают моду как историю. Тоже такое. А есть молодые специалисты, которые не гонятся за вот этим всем и пытаются делать свой продукт, качественный продукт. Но у них есть вообще у этого блока вся особенность, страдает популярность, распространенность среди людей.
Это вот такой вот минус у них, да. И еще один блок, скажем так, это блок такой, те бренды, которые пытаются как-то балансировать, это бренды, которые пытаются сохранить качество своего продукта, вместе с тем пытаются, скажем так, развиваться в соцсетях. Это сложная балансировка, не всем это удается. Я сама приверженность этого, потому что я за современные технологии, я за все полезные инструменты, вот что можно использовать, я буду использовать, но при этом, при всем при этом не должно страдать качество продукта, потому что это очень важно. Людям очень нравится испытывать эмоции, получать дешевый дофамин, поглощать информацию, которая вот поверхностная, и соцсети с этим хорошо справляются. Люди, создающие контент, не виноваты, что другим нравится трэш, и они повышают вот этот, скажем так, градус абсурдности, чтобы просто оставаться на плаву. Если вы заметите, то в соцсетях, скажем так, модные люди делятся тоже на два блока. Первый – это какой-то фрик, что-то странное, и люди, которые одинаково одеты, одинаково модно одеты. Это тоже, скажем так, влияние соцсетей не самая лучшая их сторона. Этот тренд уже как несколько лет прочно устаканился, все пытаются им следовать. Это тренд про то, что сейчас одежду создают не по правилам моды, а по правилам соцсетей. И, на мой взгляд, это немножко странно. Почему все потихоньку забывают, как изначально проектировался дизайн, как изначально находились идеи для этого дизайна. Мне кажется, мы идем куда-то не сильно в ту сторону, хотя моментами некоторые дизайнеры пытаются откатить это все, но все равно все идет за соцсетями, за новыми технологиями, и это не совсем хорошо в глобальном понимании. В каких-то нюансах, как инструменты, да, окей, хорошо, но в целом надо идти по другому пути, я считаю. На этом все. Спасибо, что были со мной. Прошу поддержать это видео лайком, а лучше подписаться, чтобы не пропускать следующие мои видео.